Ни один из известных нам витаминов не имеет таких уникальных свойств. Дефицит витамина D всегда сопровождается ощущением, то есть начинаются различные апатии, депрессии. Пополняя витамин D, начинается нормализация веса. Да, он синтезируется на солнце, но для этого тоже необходимы определенные условия. Именно липосомальная формула позволяет усваиваться витамину на 80%. Добрый день, мои дорогие зрители! Ранее я уже делала обзор по витамину D на своем канале, а сегодня поговорим более подробно о его роли и значении и о его липосомальной формуле. Итак, поехали. Витамин D – это жирорастворимый витамин. За последние десятилетия произошел просто настоящий переворот значения и его роли для нашего организма. Раньше с его недостатком связывали только проблемы с костной системой, но оказалось, что именно этот витамин является фундаментом здоровья, и с него именно все начинается. Немного истории. Витамин D открыт немецким ученым, химиком Адольфом Миндаусом в 1928 году, и ученый из-за него получил Нобелевскую премию. А сам витамин автоматом стал 4-м по счету открытым витамином и получил соответствующую букву D латинского алфавита. Ученый долго работал над изучением этого витамина и после 5 лет сказал, что ни с одним другим витамином процесс исследований не шел такими странными и мучительными путями. С тех пор прошло более 90 лет. Но изучение этого витамина продолжается, проведено уже сотни уникальных открытий и исследований. Но я думаю, что осталось еще огромное количество загадок, научных работ, которые в недалеком будущем будут проведены ученым миром и открыты. Сам по себе он не активен. Для перехода в биологически активную формулу ему необходимо пройти определенный путь и превратиться в печени в кальций-диол, а в почках преобразоваться в кальций-триол. Именно кальций-триол обладает высокой гормональной активностью и является уже активной формой витамина D. Ни один из известных нам витаминов не имеет таких уникальных свойств. Многие ученые мира называют его гормоноподобным витамином. И это, наверное, самое правильное его определение. Он так же, как стероидные гормоны, синтезируется в организме из холестерина. Вы только представьте, что от него зависит работа порядка 4500 генов, а это 1/5 всех генов в иммунных клетках. И это только то, что известно на сегодняшний момент. Интересно, что витамин D запускает эту работу с помощью специфических рецепторов, так называемых ВДР. Они обнаружены учеными на клеточных мембранах и в ядрах наших клеток, органов и тканей. Как только с этими рецепторами начинает контактировать кальций-триол, они сразу активируются и включают синтез белков. То есть, по сути, от них зависит такой важный синтез белков в нашем организме. Эти клетки в нашем организме распределены неравномерно. Удивительно, но клетки кишечника просто усланы этими уникальными рецепторами к витамину D. Да, еще в отделе мозга, который называется гиппокамп, их тоже огромное количество. А сам гиппокамп отвечает за память, ориентацию, образное мышление. И тут несложно догадаться, если витамина D будет недостаточно, эти важные функции будут снижены. Дефицит витамина D всегда сопровождается ощущением слабости, депрессии, бессонницы, головокружением. Огромное количество исследований доказывает, что его нехватка может нанести поистине колоссальный ущерб нашему организму. У всех, кто страдает ожирением, артериальной гипертензией, атеросклерозом, наблюдается дефицит витамина D. Сейчас многие врачи рекомендуют его принимать на постоянной основе и в таких дозировках, которые там раньше, в советское время, считались просто очень опасными для организма. А что касается симптоматики, которая указывает на дефицит этого витамина, она происходит совершенно по-разному, у каждого по-разному. У кого-то начинаются, например, проблемы с костной системой, у кого-то снижается иммунитет. Кстати, в моем недавнем ролике о продукте Фитоверон я обещала дать полезный чек-лист 19 противовирусных продуктов. Выполняю свое обещание, вы можете его скачать по ссылочке под этим видео или по ссылочке под видео о Фитовероне. Идем дальше. Если не хватает витамина D, у кого-то начинает сбоить нервная система. То есть начинаются различные апатии, депрессии, раздражение, агрессивность и так далее. И если витамина долго не хватает, то запускается процесс липогенеза. Это синтез и накопление жиров в организме. Начинается замедление липолиза.
то есть процесс естественного расщепления, а это приводит к увеличению объема жировой ткани. И при нормализации витамина D рост клеток жировой ткани приостанавливается и происходит замена зрелых клеток новыми, которые имеют чувствительность к инсулину. То есть, пополняя витамин D, начинается нормализация веса. То есть это очень важная вещь. И запускается профилактика сахарного диабета 2 типа в том числе. Витамин нормализует секрецию бета-клеток поджелудочной железы и тем самым стимулирует выработку инсулина. Инсулин с глюкозой заходит в клеточку, и процесс выздоровления и улучшения наступает гораздо быстрее. Витамин D присутствует в тех же продуктах, где есть омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, в таких как глубоководная рыба, например, сельдь, сардина, лосось. То есть есть они тоже. Витамин D есть в желтке, в молоке, но очень сложно в день съедать необходимую норму этого витамина, того же жирного лосося, и получать нужную дозу витамина D. Да, он синтезируется на солнце, но для этого тоже необходимы определенные условия. Огромное количество людей, живущих 365 дней в году в жарком климате, имеет дефицит этого витамина. Для того, чтобы витамин D преобразовался в гормональную активную форму, нужно, чтобы он был в связке с витамином С, витамином Е, витамином К, витамином В, а также с минералами – магнием, цинком, железом и селеном. А сегодня по всем этим важным компонентам дефицит, и витамин D без них не превращается в свои активные формы. Есть липосомальная форма витамина D3. Это инновационная технология ученых, благодаря которой сам витамин упакован в вещество, аналогичное по составу нашей клеточки. То есть витамин D упакован в специальный пакетик липосому. И переводится это как сома – это тело, липо – это жировое. То есть жировое тело аналогичное строению нашей клетки. И липосома – это транспортное средство, которое доставляет непосредственно вещество в клетку. При этом витамин, который в нее помещен, не повреждается и не разрушается, следуя по пути желудочно-кишечного тракта. И сама липосома защищает желудочно-кишечный тракт, ведь многие витамины могут повредить слизистую желудка. Благодаря липосоме питательные вещества быстро поступают в кровь и не разрушаются. Очень советую вместе с витамином принимать комплекс минералов в нативной форме. Называется он Ocean Min. Он биодоступный и имеет в своем составе все минералы для хорошего синтеза этого витамина. Выше я говорила, что он работает в синергии с определенными витаминами и минералами. Еще очень важно, что именно липосомальная формула позволяет усваиваться витамину на 80%, то есть практически без потерь. Обратитесь к людям, которые поделились с вами этой ссылочкой, они помогут заказать продукт со скидкой. А на этом у меня все. Будьте здоровы и до встречи в следующих видео.